Здравствуйте, уважаемые зрители канала. Меня зовут Олег, и со мной в эфире Андрей Хмельницкий. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители канала. Здравствуйте, Олег. И что мы сегодня будем с вами обсуждать? Мы уже обсуждали много про знания, что такое личность, и обсудили все виды познания достаточно глубоко. Э, Сегодня хотелось бы обсудить, что такое понимание. Я посмотрел в словари и хочу предоставить три варианта, что сейчас известно о понимании, какие определения слова «понимание» сейчас существуют. И попросить вас после этого прокомментировать их с точки зрения ведической литературы. Вот в одном словаре слово «понимание» описывается так. Способность понять, постичь смысл, значение, сущность, содержание чего-либо. В следующем словаре написано про определение понимания такое. Понимание — это способность, умение проникнуть в смысл чего-нибудь, усвоить, осознать его. Понимание — это состояние сознания, которому ясен, открыт, известен смысл чего-нибудь. И в третьем словаре определение слова «понимание» следующее. Понимание — это универсальная операция мышления, связанная с усвоением нового содержания, включением его в систему устоявшихся идей и представлений. Вот три определения из современных словарей. Пожалуйста, прокомментируйте их и скажите, что с точки зрения ведических писаний. Ну что, понимание – это тоже очень важный аспект вот этой вот деятельности нашей. То есть мы как-то говорили, что деятельность она складывается из двух вещей. Вот, то есть она как вектор. Это законы силы или закон энергии, как он работает. И поэтому деятельность – это проявление какой-то активности, источника энергии или самой вот этой частицы энергии. И Мгм. поэтому существует вот так называемое действие и работа. И мы поэтому говорили вот очень много про знания, и практически мы ничего не говорили о понимании. Это вот такой очень важный, существенный момент. В принципе, с этого начинается таких два важных источника. Это вот Шри Панишат и Бхагавад-гита. Две книги, они как раз начинаются с важности объяснения вот этих вот вещей. Вот именно, что такое знание, что такое понимание, что они Мгм. отличаются. И как вот вы прочитали, что понимание – это такая функция или универсальная операция мышления, связанная с усвоением нового содержания. Ну, если простыми словами, это что означает? Мы сейчас, например, с вами разговариваем, и мы друг друга понимаем, о чем мы говорим. Мы понимаем язык, на котором мы общаемся, понимаем какие-то слова, которые как бы вот закрепленный смысл. Вот, и поэтому чем больше мы понимаем друг друга, да, тем больше мы начинаем знать друг друга. Вот так можно сказать. То есть больше как доверяем, значит, больше вкладываем энергию в друг друга и начинаются наши личностные отношения на основании того, что мы понимаем. И поэтому понимание – это, можно так сказать, очень важная такая функция, которая отвечает за качество именно знания. Чем лучше мы понимаем, тем больше мы знаем. Я как-то говорил про вот этот вот закон метафизики, что форма задает смысл, а Мгм. смысл определяет цель, а цель определяет действие. Вот такая формула, такой процесс как бы происходит последовательно. То есть если мы правильно понимаем смысл, значит, тогда на основании чего? На основании того, что мы получили от органов чувств. Сейчас мы в двух словах об этом тоже как бы расскажем, что Мгм. представляет собой понимание вот с точки зрения работы чувств наших. И на основании этого, если мы правильно все поняли, тот смысл, который был вложен тем, кто передал это послание,
Вот. Поэтому, если мы это правильно поняли и правильно, значит, это нам поможет, особенно если это какой-то авторитет, который нам какой-то дает команду или совет какой-то дает, и мы его правильно поняли, значит, от этого наша судьба зависит. Значит, мы действуем правильно. Мы можем сделать правильный выбор и правильное решение принять, и правильно потратить свою энергию так, как надо. И чем глубже мы понимаем, значит, тем больше мы знаем. Вот такая, как бы, тоже формула номер 2. Дальше, вот, в принципе, эта функция понимания здесь вот очень хорошо описывается. То есть это проникнуть в смысл, осознать, да, о чем здесь говорится. И понимание отвечает на вопрос, для чего, с какой целью? Для чего? Вот если знание, оно определяет, немножко несколько другое, оно определяет задачу, а понимание, оно определяет цель. Такие вот вещи немножко разные. На основе вот понятого ты как бы ставишь себе задачу, что я должен сделать то-то, 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 и потом уже пошагово эту задачу решаешь. Вкладываешь какую-то энергию в это дело, понимаешь, что это вот как бы суть этого процесса. Так вот, как приходит это понимание к нам? Как эта способность, она к нам приходит и как она у нас пропадает? Почему у нас вообще пропадает понимание как таковое? Вот. Дело в том, что понимание, вот оно приходит через, в основном через два органа чувств. Это через слух и через зрение. Вот. И даже у лиц мужского пола через слух даже более важно. То есть ты должен сначала поймать этот смысл, уловить смысл сходу сразу, с лету. Поймал этот смысл и быстро как бы отреагировал на какую-то команду управления, которую Господь подает. Вот, например, если мы берем, рассматриваем Бхагавад-гиту, вот первую же главу Бхагавад-гиты, где вот подготовка к сражению и вот этот начальный этап, когда вот одна была армия, вот сыновья Дритараштри, на другой стороне Пандавы были. И вот Дурьодхана, старший сын, который был как бы самым главным, он продемонстрировал полное отсутствие понимания. И сейчас я дальше скажу, почему это случилось с ним. И поэтому он начал на платформе ума считать, мы выиграем. То есть он не был уверен в победе, но он вот это свое вот желание победить обосновал, умом своим обосновал. Там поэтому так и сказано в одном из стихов, что вера или уверенность, или упование на победу, они были хорошо обоснованы. Хотя ему все говорили, что, уважаемый, вот смотри, ты не понимаешь, да, что Кришна, он находится на другой стороне. Ему один намекнул, другой Санджай ему намекнул. Вот. Бхишма попытался ему намекнуть, что у тебя нет никаких шансов. И тот, ну вот не понимал, упорно не понимал, о чем речь идет. Никаких шансов на победу нет. А почему? И вот он считал, кстати, вот у него столько лучников, вот у него столько там, значит, вот, что их войска там, по-моему, в 10 раз больше, чем у пандавов, что у них лучшие генералы, которые никогда не проигрывали в сражениях. А у этих какая-то очень ограниченная сила и так далее. Но как бы он не учитывал вот этот основной фактор присутствия Кришны на той стороне, на другой стороне. И потом, когда они начали трубить, это как бы сигнал к началу, то есть сигнал управления процессом боя, протрубили раковины, и сначала все это слилось в какой-то беспорядочный шум, от которого никому ни плохо, ни хорошо стало, только вот Дурьодхану как бы согрели, да, то есть ему стало приятно услышать это все. А с другой стороны, когда они там используют вот эти трансцендентальные раковины, то есть необычные, нематериальный звук, сигнал синхронизации, сигнал начала, он так прозвучал, что у тех как бы сокрушило сердца у противоположной стороны. То есть они в шоке были, они не ожидали такой вот именно хорошую такую подготовку, что вот именно такая хорошая была управляемость этой армии у противника. Они не ожидали этого. Они посмотрели количество, количественный момент, а качественно они не оценили. И поэтому вот понимание, оно является таким гарантом, что ты обращаешь внимание на качество. Я говорил, что это качественная сторона процесса понимания. И поэтому ты будешь обращать не на количество, сколько ты там книжек прочитал, ты будешь обращать внимание, как ты понял эти книжки все.
какой ты из этого урок усвоил. Вот и все. Но это, опять-таки, с материальной позиции. И вот два основных таких момента, еще раз повторю, это то, что понимание приходит через два основных органа чувств, через слух и через зрение. Вот я сказал, что у мужчин это в большей степени слух. То есть надо несколько раз услышать что-то от кого-то, а потом уже зрительно, то есть сначала вербально услышать, а потом после этого зрительно увидеть и принять окончательное решение на основании вот этого увиденного. Вот. У женщин просто слуховое восприятие, оно работает немножко по-другому, такая особенность психики, что женщине важнее услышать не саму информацию, потому что все равно она как бы не совсем понимает вот эту глубину всей этой информации, ей это и не надо. Вот. Но у нее срабатывает блокировка, когда она чувствует, что разговаривает интонация, эмоция какая-то, окрас речи, вот она на что будет реагировать. Поэтому женщину легко обмануть, да, какими-то красивыми словами, пустыми. Мгм. Вот чем мошенники все в основном и пользуются. То есть говорить с ней там вежливо, ласково, приятными словами, все что угодно можешь говорить, потому что женщина все равно не реагирует на смысл. То есть у нее вот эта функция понимания немножко притупленная, потому Мгм. что, в принципе, отвечает это все немножко по-другому, все работает. Вот поэтому, если мужчину можно как-то убедить словесно что-то делать или не делать, то с женщиной это бесполезно. Это просто только единственный вариант, это показывать пример свой. В первую очередь, пример ответственности какой-то, своей личной персональной ответственности. Тогда это будет как бы успокаивать. И ты будешь жить тогда в нормальном, спокойном состоянии. Никаких больших там таких вот не надо подвигов совершать. И вот на основании вот этих вот двух вещей услышать и увидеть возникает очень важный момент. В конце Бхагавад-гиты сказано как раз, что такое дикша. Дикша, да, то есть вот именно процесс инициации. Вот как раз это объясняется, конец самой 18 главы Бхагавад-гиты, что это когда ты начинаешь слышать, видеть и понимать Кришну прямо и непосредственно, да, то есть вот как бы ты напрямую его видишь, ты его слышишь, видишь и понимаешь. Вот три важных момента. И тогда Кришна начинает тобой руководить напрямую сам. То есть ты команду управления понимаешь от него, потому что такое какая-то информация словесная или зрительная? Это команды управления, особенно слуховые команды управления. Вот. Если ты эту команду неправильно понимаешь, значит, ты не можешь правильно исполнить то, что тебе, как говорится, дают какую-то команду, сделай так или сделай вот так вот. А тем более, если ты какой-то вот процесс не понимаешь, то еще сложнее становится. Понимание – это очень важный момент. То есть это ты куда поворачиваешь свое внимание и как ты концентрируешься на этом. И насколько у тебя вот эта способность твоего интеллекта проникнуть в смысл, в суть этого всего. И вот как раз очень важный момент говорится о чем. Вот в Бхагавад-гите, в начале Бхагавад-гиты, эти книжки, конечно, вот и Шапанишат, и Бхагавад-гиту нужно читать параллельно, изучать их внимательно, скрупулезно, как говорится, каждое слово смотреть. То, что понимание, оно является важным моментом процесса самореализации. Как раз вот эти первые стихи второй главы, с чего начинается само повествование, оно как раз и объясняет, что человек должен научиться понимать то, что ему говорят, то есть проникать в смысл. Для этого он должен раскачать свой интеллект первым делом, вот, чтобы научиться правильно понимать. Вот с чем это связано, это объясняется в Бхагавад-гите. И выше Панишат объясняется. Там, например, выше Панишат, 9 мантра, сказано, что существует два типа людей. Есть неведущие люди, есть невежественные люди. Это разница большая. То есть Мгм. нельзя это переводить одинаково. Потому что неведущий человек – это просто непроинформированный. У него еще присутствует понимание. То есть у него еще работает интеллект. И когда человек невежественный, то у него происходит полная блокировка вот этой функции понимания. И это называется модус игнорирования.
То есть этот человек вот просто сам поставил какую-то глухую стену или дверь закрыл, и до него достучаться практически невозможно. И в этом весь смысл проповеди, чтобы помочь вот неведущему человеку стать ведущим человеком, а не сделать его невеждой, как таким вот фанатиком, тупым, который ничего не понимает, но самоуверен очень, и вот он думает, что вот за счет какой-то своей наглости я сейчас буду убеждать, что я что-то знаю и что-то понимаю. На самом деле вот отсутствие понимания – это верный признак сильнейшего невежества, или когда вот ты включился в режим игнорирования. А что значит режим игнорирования? В этом же первом стихе Бхагавад-гиты также говорится, что это означает, что ты начал игнорировать запросы или потребности твоей же собственной души. Вот улавливаете, да, о чем речь такая? То есть душа кричит, говорит, ты вот сделай, пожалуйста, вот так, мне вот это хочется, я хочу вот это, я хочу с Богом быть, а ты это просто вот не слышишь, ты просто берешь и вот это вот все, уши свои заткнул и не слышишь, глаза закрыл, уши заткнул, и все. В Евангелии говорится, да, что имеющие глаза увидят, имеющие уши услышат. В том смысле как раз это и есть, что через слух и через глаза приходит как бы информация, которую нужно понять, и которая, она превращает тебя либо в ведущего, либо в невежду. То есть ты услышал, ты это обработал, ты это принял к сведению и начал действовать правильно. И вот это называется процесс самореализации, когда твое понимание возвращается к тебе обратно. Но чтобы этот процесс, как сказано в конце первого стиха Бхагавад-гиты, 2 главы, говорится так, что для этого человек должен утвердиться в концепции реального себя. То есть ты должен твердо понимать, кто ты есть. И поэтому 2 глава, она рассказывает, вот именно такой, проводит сравнительный анализ, что такое дух, что такое материя, чем душа отличается от этого тела или организма живого. Что это просто как машина такая, которая состоит из органики, из органической природы. Машина, механизм. Более сложная, чем обычное какое-то механическое какое-то устройство. И поэтому очень важный момент как раз говорится, что человек в процессе самореализации, он вот этот уровень понимания своего поднимает, делает его выше, 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 выше. И таким образом функция игнорирования или режим игнорирования постепенно затухает и выключается в конечном итоге. И ты становишься зрячим, всевидящим и ведущим. То есть ты начинаешь понимать, в чем же твой долг, ответственность твоя перед Богом в первую очередь. Ты начинаешь это ведать и понимать. И на основании этого строить свою дальнейшую деятельность. Выбирать какие-то цели и задачи правильно, на основании этого понимания. И очень важный момент, я вот сейчас в заключение скажу, что такое вот именно понимание это, а ты его не можешь сам развить. Ты должен этому пониманию обучиться у специалиста, который уже понимает хорошо. Вот в этом одна из важнейших функций духовного мастера, гуру. Вот у него две основные функции. Помочь тебе прийти к пониманию, к практическому пониманию. Не просто там понять, да, Кришна это Бог, а практическому пониманию, как я себя должен вести по отношению к Нему, да. Если ты понимаешь, что я слуга, а вот Он Бог, мой хозяин, мой господин. Вот как я должен исполнять свою должностную обязанность перед Ним, как слуга, чтобы Он был доволен мной. Да, интересно. Для начального уровня. Это вот и есть самореализация. То есть это что означает? Другими словами, это не какое-то самоосознание, да, вот как вот книжка называется. Это называется так, что наука реализации себя. Себя имеется в виду я, собственного я своего. Реализация. То есть на основании практического понимания, то есть как я должен себя применять и какие отношения я должен строить с Богом. И еще очень важный момент, что от понимания зависит отношение. Нет пониманий, как следствие нет доверия. Если нет доверия, нет отношений. Вот так. То есть если ты что-то кого-то не понимаешь, у тебя автоматически включается вот функция вот этого игнорирования, и ты говоришь, это источник беспокойства.
Но это опасная игра, потому что когда мы вот так вот себя куда-то там от всех вот так вот отрезаем, потому что наша личность проявляется в отношениях. Мы это говорили об этом, да. Личность наша проявляется в отношениях. И чем мы больше вот эти вот вещи отрезаем какие-то, и не связываем это в одно вот единое такое полное целое, что вот это в конце концов везде Господь присутствует. Либо лично присутствует, либо универсально присутствует в виде вот этого окружения нашего. И когда мы таким образом отрезаем связи, значит, мы становимся менее познающими, мы становимся более невежественными. То есть у нас все больше и больше вот этот вот режим игнорирования. Мы впадаем в вот это вот состояние такое, что я сам могу, я умный такой, я вот могу сам все. Нет, увы. И вот, конечно, тогда вот, когда мы понимаем, что вот две важные функции, вот у гуру есть. Первая функция – это помочь тебе практически понять, что такое бхакти. И вторая функция – закрепить тебя, помочь тебе закрепиться на вот этом трансцендентальном уровне. Вот, и как он тебе помогает понять? Первое, через через какое-то словесное общение, когда ты ему задаешь вопросы, и он тебе отвечает. Вопросы практического характера, не вопросы какие-то, когда у тебя день рождения, да, я тебе там принесу там $1 миллион тебе подарю. Вот знаете, вот тоже глупость какая-то, вот люди как-то, они тоже показано вот это непонимание, когда вот они пытаются своему гуру деньги какие-то принести. Кстати, вот читание Чаритамрити очень хорошо на этот счет сказано, что гуру не, вот настоящий такой добросовестный гуру, он не будет никогда требовать со своих учеников вообще никаких денег. Потому что его вот эта должностная обязанность, которую он должен добросовестно выполнить, потому что ему доверили все, в том числе и вас доверили, да, чтобы он вас научил правильным вещам, практическому пониманию. И Прабхупада пишет, что добросовестный гуру никогда не будет говорить, что ему нужны деньги какие-то. Для него важно, чтобы его ученик пришел к практическому пониманию. Это является основная функция. А вторая функция – помочь ему закрепиться. И тогда он может уже сам самостоятельно служением заниматься. На прямой связи находясь. Это вот уже 5 глава Бхагавад-гиты, где вот это называется освобождение во Всевышнем. Когда ты устанавливаешь непосредственный контакт с Параматмой. И как раз вот это вот начинает приходить это понимание, как ты должен развивать это понимание, как ты должен вот этот уровень своего понимания поднимать. Здесь говорится, что вот существует три фазы понимания абсолютно истины. Это мы знаем. Брахман, кстати говоря, слова эти тоже отличаются. Слово брахман – это дух. А вот священник, который принадлежит к варнашам, называется брахмана на санскрите. То есть это тот, кто понимает, что такое брахман. Это первый аспект, потом второй уровень понимания, это более углубленный уровень понимания, это параматма. И третий уровень понимания – это понимание вот абсолютной истины как величайшей персональности божественной природы. Вот и поэтому человек, который практикует, вот если у тебя гуру находится на высочайшем уровне понимания, как он является таким вот бхактой, тогда он может тебе сначала словесно донести до тебя, помочь тебе понять какие-то вещи, практически понять. А второй, он тебе помогает закрепиться визуально. То есть каким образом? Утвердиться и закрепиться. То есть когда он сам делает то, о чем он говорит. То есть является вот ачарьем, примером, подтверждением своих слов, живым подтверждением своих слов. Тогда это работает. Тогда это начинает помогать человеку вот обретать это понимание, у него появляется вкус, и он сам самостоятельно в конце концов начинает что-то делать. То есть обязанность гуру не собирать какую-то толпу. Чем больше ты приобрел понимание, тем больше ты освободился из невежества. Этот процесс называется просветлением. Даже вот эти вот модусы или вот эти гуны, они как бы, их правильные названия такие, вот тама, мы знаем, да, но я про вот эту среднюю вот эту вот модус страстности, то есть режим вот, активности, когда включается какая-то активность материальная. Вот есть два других модуса.
модус хорошего качества, или как это называется по-другому, не какой-то там ни благости, ни благочестия, ни... Это правильно называется, ну, так вот, слово такое еще, может быть, не подобрано точно, типа хорошего качества или хорошесть, да, то есть именно которое тебя приводит в нормальное состояние, Мгм. просветляет тебя, то есть сатва, сат– это свет, Мгм. то есть тебя как бы ближе тебя подвигает к вот этому состоянию вот этого, ну, к вот этому, к этим лучам, к этим брахмаджоти, которые свет создают, излучает свет. И обратная сторона– это вот эта тама, тьма, да, тама, тьма, мрак, вот это вот помрачение, то есть когда твое вот это вот помутнение сознания, когда ты из-за отсутствия понимания вот это, ты забыл, ты перестаешь понимать вообще, что делать вообще, ты попадаешь в ситуацию, и тебя как кота в мешке бьют, и ты не знаешь, вот что мне делать, как мне из этой ситуации выбраться. То есть перестаешь просто понимать. Мгм. И как мы говорили, что тоже вот Карна, например, ему было передано знание, но Мгм. потому что он обманул своего гуру, то есть нечестным путем получил. Лишь бы как. То есть главное, чтобы получить и воспользоваться для себя. И он не уловил очень важный момент, что тебе как бы приходит понимание только тогда, когда ты занимаешь вот эту вот смиренную позицию, тогда это понимание тебе стекает сверху, спускается, и ты перенимаешь опыт, практический опыт. Сначала на слух, потом зрительно. Таким образом, постепенно ты реализуешь свое реальное я свое, начинаешь понимать, осознавать. Мгм. То есть это очень-очень такой важный момент. И я как бы еще раз повторю, что от понимания зависит наше отношение. То, что мы не понимаем, то, что нам непонятно, вызывает у нас страх, опасение, недоверие. А то, что Мгм. понимаем, ясно понимаем, чем больше ясности в понимании, тем больше доверяем, и тем больше мы, значит, постепенно отношения твердые складываются, устойчивые отношения. Вот так вот. Мгм. И самое главное, для чего нам нужно научиться понимать, этому пониманию обучают, гуру обучает. То есть не ты сам сидишь, читаешь умные книжки, от этого к тебе приходит какое-то понимание. Мгм. Прабхупада так и пишет, этому процессу необходимо научиться у того, кто уже понимает, это у того, кто уже практикует. И поэтому, когда мы читаем книги, они нам кажутся сложными. Мне постоянно кто-то говорит, что там такие вещи написаны, я не понимаю, да, так извини меня, дорогой друг. Ты вот попробуй, вот как тебе советуется в этой же книге, измени свое умонастроение, ты увидишь, что вот понимание мгновенно придет тебе, мгновенно. Вот оставь это ложное эго, перестань вот думать, что ты такой умный, и с помощью своего ума я сейчас сам тут все вот изучу. Нет, так оно Мгм. не работает. Здесь вот совершенно четко сказано в начале второй главы Бхагавад-гиты говорится, что пониманию необходимо обучиться, особенно в практической стороне понимания. Ну вот. Спасибо большое. Ну хорошо, спасибо вам тогда вот, за приглашение, и тогда до следующей встречи. До Всего встречи. хорошего.